Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться опытом создания вот такой универсальной струбцины для склейки мебельных щитов, сделанной из подручных материалов и способной стягивать щиты практически любой толщины. Начать, как всегда, я решил с создания 3D моделей в SketchUp, но предварительно посмотрел сайт Leroy Merlin на наличие длинных резьбовых шпилек. В наличии были шпильки диаметром от 12 мм по доступной цене, поэтому в создании первой модели я отталкивался от этого диаметра. Задумка была такая: использовать две боковины из толстого и упругого материала, которые будут соединяться между собой резьбовыми шпильками так, чтобы нижние шпильки выступали в качестве основания для укладки откалиброванных деревянных ламелей, а верхние выступали упором и не давали щиту изгибаться при стягивании. При этом я хотел иметь возможность склейки щитов разной толщины от 10 до 65 мм. На основании всего этого я сделал первую модель боковин, но когда я приехал в ближайший Leroy, я увидел в наличии шпильки диаметром 10 мм, длиной 2 метра и гораздо дешевле 12-миллиметрового варианта. И само собой, чтобы сделать проект максимально дешевым, я выбрал их, о чем впоследствии сильно пожалел. В результате 3D модель пришлось переделывать с нуля под 10-миллиметровую шпильку, чтобы не было проблем с засовыванием шпилек в отверстия при склейке щита. Все толщины я увеличил на полмиллиметра. Ссылка на обе модели будет в описании под видео. Распилил 2-метровые шпильки пополам, получив 10 штук по метру. В итоге 5 двухметровых шпильки диаметром 10 мм, комплект шайб и гаек М5 мне обошлись примерно в 800 российских рублей, что я считаю копейками для такого проекта. Боковины я решил делать из ламинированного ДСП. Сначала хотел из фанеры, но что-то пожалел ее. А ЛДСП от шкафа только зря место в мастерской занимает, надо было куда-то пристроить. Установил правило в качестве упора и по нему отпилил заготовку по длине боковин, а именно на 150 см. Такой длины должно хватить для склейки щита под столешницу для стола. Распустил заготовку на две части с небольшим запасом. Толщины одного слоя ЛДСП недостаточно для хорошей прочности, поэтому буду склеивать две части между собой. Для лучшей адгезии с клеем зашлифую всю поверхность грубой наждачкой и обеспылю влажной тряпкой. Наношу валиком строительный ПВА. Для большей надежности и прочности буду стягивать склеиваемые половины саморезами. Размечаю места под саморезы так, чтобы в будущем они не пересеклись с отверстиями под резьбовые шпильки. Просверливаю сверлом с зенковкой и стягиваю саморезами так, чтобы их шляпка была углублена. Теперь равняю торцы и распиливаю заготовку на две абсолютно равные части 150 на 15 см. Теперь важно просверлить отверстия под шпильки абсолютно перпендикулярно и ровно. Поэтому две боковины склею между собой двухсторонним скотчем и стяну саморезами, чтобы исключить любое смещение. Затем долго и нудно начинаю размечать все отверстия, коих оказалось немало. Чтобы выдержать строгий перпендикуляр, буду использовать станину для дрели. Сверлю сверлом по дереву, оно лучше подходит для сверления ЛДСП. Практически не рвет края, но может выламывать материал на выходе, поэтому имеет смысл просверлить с одной стороны немного не до конца и, перевернув заготовку, досверлить с другой стороны. Так края у отверстий будут ровные с обеих сторон, что я и сделал.
Это сделало и без того небыстрый процесс сверления более долгим, зато результат более качественным. Теперь заготовки можно разъединить. И на этом можно было бы закончить и пользоваться готовой струбциной, но я захотел эстетики, поэтому зашпаклевал все лишние отверстия, шляпки саморезов и торцы. Затем после полного высыхания шпаклевки зашкурил шлифмашинкой. И белой эмалью PF115 из Leroy покрасил обе боковины сначала одним слоем, который выступил как грунтовочный, затем вторым, финишным. Пока краска сохла, я решил подписать отверстия, чтобы всегда знать, под какую они толщину щита. Для этого распечатал вот такую табличку со всеми используемыми размерами и заламинировал ее широким скотчем. Сначала хотел сэкономить время, нарезать табличку полосками и приклеить их, благо размер полностью совпадал, и под каждым отверстием был бы свой диаметр. Но из-за сильного смещения отверстий по высоте некоторые числа оказались бы слишком далеко от отверстий. И я решил все-таки нарезать всю табличку и приклеить каждый диаметр вплотную к своему отверстию. Тут еще нужно было учесть диаметр шайбы, которая при сильном давлении или провороте могла содрать приклеенные шильдики и отодвинуть их на соответствующее расстояние. И все равно в некоторых местах шайба задевала шильдики соседних отверстий. В общем, спустя овер дофига времени я наконец приклеил все диаметры. Хорошо, хоть клеить их решил только на одну боковину, а то бы все проклял. Теперь самое интересное – тест всей конструкции. Для склейки щита я напилю ламели из сосновых досок, которые в процессе многолетней сушки на полках в мастерской изогнуло и вывернуло в лопасти. Проблема заключается в том, что в моей мастерской есть только распиловочный станок и нет рейсмуса. И калибровать ламели мне пришлось на распиловочном, многократно их переворачивая и подгоняя единый размер. А тут, как ни крути, идеальной ровности и параллельности граней не добиться. Теперь соберу саму струбцину. На шпильку навинчиваю гайку, надеваю шайбу и вставляю в нижнее отверстие. Длина ламелей немногим больше 50 см. Расстояние между нижними отверстиями 15,5 см. Значит, основание для щита шириной в 50 см будет образовано 4 шпильками. Располагаю все ламели на основании. Затем ставлю их на ребро и наношу клей. Использую столярный ПВА, равномерно распределяя его кистью. Укладываю все ламели и добавляю верхние шпильки. Толщина ламелей 20 мм. Шпильки вставляю в соответствующие отверстия. Накидываю шайбы и начинаю стягивать гайками. Все просто и удобно. Но тут меня ждало разочарование. При сильном стягивании щит начал немного изгибаться. Это произошло по двум причинам. Во-первых, непараллельность граней ламель из-за отсутствия рейсмуса, но это в меньшей степени. А во-вторых, сказался маленький диаметр резьбовых шпилек. Поэтому я решил ослабить затяжку гаек, чтобы щит мог немного выровняться, но сильно эта ситуацию не улучшила. В итоге я имею не идеально ровный мебельный щит, собранный из старых кривых досок и хороший опыт. Конечно, из такого щита не сделать мебель или что-то чистовое. Он сгодится разве что на черновые изделия для мастерской. Например, можно сделать ящик для деревянных обрезков или под мусор. А вот полученный опыт – вещь ценная. Я понял, что брать 10-миллиметровые шпильки было большой ошибкой. Сейчас я бы, не задумываясь, взял шпильки не тоньше 15, а лучше 20 мм. Ну и соответственно под них бы пришлось переделывать модель. А так идея вполне рабочая и имеет право на существование. Пишите в комментариях, как бы вы изменили конструкцию, чтобы предотвратить выгибание щита.
А я благодарю вас за просмотр. Увидимся в следующих видео.